Женщин с маникюром приветствую, остальным соболезную. Если вы перешли на видео, то, вероятно, знаете, чтостанды впервые дебютировали в третьей части. В четвертой стало известно, что большинство персонажей получило их от стрелы, а в пятой, что стрела, в свою очередь, может даровать их с помощью вируса, содержащегося в ней. Весомая часть фанатов думает, что стрела — это единственный способ пробудить станд. Но на самом деле это совсем не так. Давайте же узнаем, какими еще способами в Джоджо можно получить станд. Вторым по популярности способом получить станд после стрелы является приобретение его по наследству. Если у владельца станда родится ребенок, то станд может передаться новорожденному генетически. Если же такого не произошло, то ребенок в любом случае будет иметь потенциал к владению стандом, что позволит ему без рисков получить его от стрелы. Примером такого способа может отлично послужить Джалин Куджа. Ее отец, Джотаро Куджа, напрямую заключает, что станд не передался ей генетически. Но это не страшно, потому что в связи с тем, что Джалин, его дочь, у нее имеется врожденный потенциал к владению стандом, и Джалин действительно смогла без проблем пробудить станд, уколовшись о наконечник стрелы до этого. Третьим способом можно назвать метод получения станда через ремесло, доведенное до совершенства. Если человек посвящает свою жизнь делу мечты, наподобие боевого искусства, с помощью которого мастер планирует добиться власти, то он рано или поздно начнет оттачивать его до совершенства, пробуждая тем самым станд. Хорошим примером данного способа является Тонио Труссарди. Желая вывести свои навыки приготовления пищи на новый уровень, он путешествовал по миру в поисках идеального стиля готовки и в итоге пробудил станд Pearl Jam, отражающий это стремление в свои способности и помогающий своему владельцу создавать кулинарные шедевры. Четвертый способ осуществим только во вселенной Steel Ball Run, так как его суть заключается в получении станда от частей Святого Трупа. В седьмой части Джоджо после смерти Иисуса Христа землетрясение и сильная буря разделили его тело на 9 частей, а после животные и ветер унесли их на восток. В местах, где останавливались части трупа, образовывалась ладонь дьявола. Проходившие через нее люди, в связи с изменившейся из-за частей трупа местностью, чаще всего погибали. Но обладая стойкостью и нужным потенциалом, некоторым удавалось выжить и покинуть ладонь дьявола, обретая при этом станд. Именно таким образом в свое время Mountain Team получил свой станд Ох Лонсом. Однако помимо прохождения через ладонь дьявола, человек также может обрести станд, если поместит в себя часть Святого Трупа. В таком случае хранитель части трупа, если таковой имелся, перейдет к человеку в виде новой способности, похожей на станд, как это было в случае Джайра и Джонни. Но это происходит не всегда. Так, к примеру, Диего, поместив в себя глаз Святого Трупа, перенял способность доктора Фердинанда по превращению в динозавра. Этот способ уже затрагивался подробнее в первом видео канала, но, думаю, будет не лишним повторить его здесь. Метод действия очень схож с ранее упомянутым способом получения станда через совершенствование мастерства, но в отличие от него этот способ включает в себя только техники Хамона и Спина. Араки напрямую выделяет этот способ в экстра-главе станды, говоря, что Хамон и Спин — способности, являющиеся шагом на пути к владению стандом. Рассмотрим же обе эти техники в пределах данного способа. Спин способен даровать владельцу станд с помощью золотого вращения. Нам отлично показали это в конце Steel Ball Run. Тогда Джайра, предварительно отдав глаз Святого Трупа, из-за чего лишился способности хранителя, достигнул золотого вращения, пробудив Ball Breaker. Когда же Джонни вслед за Джайра достиг золотого вращения, он уже обладал стандом, и поэтому просто усовершенствовал его, улучшив до 4-го акта. Хамон, в отличие от Спина, за всю свою историю применения не получил столь же наглядных случаев овладения стандом, дающих понять, с какого именно момента начинается пробуждение. Но опираясь на слова Араки из послесловия к Джаджониум, мы можем понять, что Хамон дарует станд при усердных тренировках, при этом не имея какой-то отчетливой грани, переступая через которую стартует пробуждение станда. Вот и оказалось, что помимо стрелы во вселенной Джоджо существует множество других способов обрести станд. Надеюсь, вы узнали что-то новое из этого видео. Все нужные источники будут в описании. А если вам кажется, что я что-то упустил или где-то ошибся, то напишите об этом в комментариях. Всем спокойной ночи и теплого молока. Пока!